орхидею Фантом. Я ее несколько раз вам уже показывала, а покажу, потому что удивительные вещи делают орхидеи. Она прекрасно цвела. Смотрите, сколько цветоносов. А потом появился цветонос из точки роста. Ну вот такое бывает. Даже при домашнем содержании орхидеи. И, конечно, когда появляется цветонос из точки роста, это тоже считается, что точка роста потеряна. Расти листьев оттуда уже не будет. И что мы ждем от такой орхидеи? Или цветение, или детку. А историю о детках мы можем продолжать в телеграм-канале. Да, конечно. Не забывайте, что у нас теперь есть телеграм-канал. И какие-то небольшие изменения, приятные изменения. Да и вообще, когда нужно просто показать фотографию и сказать пару слов, что происходит. Вот в этом случае очень удобен телеграм-канал. И если вам интересно, подписывайтесь. Ссылка в описании под видео. Добрый день, друзья! Орхидеи, которые остались без точки роста. Или вырос цветонос, или я вам недавно показывала, как я разрезала орхидею на две части. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Что с ними происходит дальше? Что от них вообще можно ожидать? Ожидать от такой орхидеи можно многого. Но в одном из комментариев под видео, в котором я разделяла орхидею, мне написали: мы никогда больше не увидим эти орхидеи. И вот сегодня я вам покажу 3 орхидеи, как раз 2 из них, те, которые я разделяла, и еще одну орхидею, орхидею Фантом. Я ее несколько раз вам уже показывала, а покажу, потому что удивительные вещи делают орхидеи. Она прекрасно цвела. Смотрите, сколько цветоносов. А потом появился цветонос из точки роста. Ну вот такое бывает. Даже при домашнем содержании орхидеи. И, конечно, когда появляется цветонос из точки роста, это тоже считается, что точка роста потеряна. Расти листьев оттуда уже не будет. И что мы ждем от такой орхидеи? Или цветение, или детку. Ну, какого ж мы можем дождаться от нее цветения, если у нее со всех сторон были цветоносы, и вот только остались сухие части от этих цветоносов. Но детку я вам уже показала. Вот удивительные орхидеи. Даже при том, что, казалось бы, не осталось ни одной живой почки, у нее появилась детка. Вот она. Она становится крупнее. То есть растет и развивается, но не этим она меня удивила. И детка, и эта орхидея. Сейчас поверну ее другой стороной, и вы увидите, что и на материнском растении, и на самой детке вот здесь появились цветоносы. Вот, казалось бы, орхидея должна погибнуть, должна оставить после себя потомство, но она делает это не только выпуском и ростом детки, но еще и цветоносами, потому что цветы – это тоже продолжение рода орхидеи. Вот такая удивительная орхидея. Знаю, что будет много вопросов, что это за черные пятна. Я вам недавно рассказывала про новые препараты от клещей. Так вот эту орхидею тоже вот так съел очень сильно клещ. Но к цветоносу из точки роста это не имеет никакого отношения. Конечно, борьба всегда ведется. У нас очень жаркий регион. Это лето, я даже не помню вообще такого лета. За 86 лет 11 июля была зарегистрирована самая высокая температура воздуха в тени. Дождей нет. Не люблю говорить о слове совсем, но дождей нет с апреля. А единственный дождик, который покапал, даже не промочил землю. То есть жара
неимоверная. Сухость тоже. Это для клещей просто рай. Как бы я ни увлажняла комнаты, все равно влажности 17-18%. Ну да ладно. С погодой бывает всякое. Давайте о двух других орхидеях. Это орхидея «Парфюмерная фабрика» Sunshine. И вот эта орхидея, это изначальная орхидея, которую я разрезала пополам. Вот место среза. Я отсадила верхушку и оставила пенек. И вот сразу видно, что на пеньке появилась детка. Причем пенек я обработала только перекисью водорода. Больше ничем. Вот она, крошечная еще детка. Я и тогда говорила, и сейчас говорю, что корни у нее есть в горшке. Они, ну, может быть, не настолько растущие, но живые. Но это еще не все. Поднимаем листик и видим вторую детку. Я не просто так рассказывала про погодные условия. Лучше всего растут детки. Конечно, не в сухости, нет, никогда сухой воздух, а когда высокая температура. Не 35 градусов, нет, это не та температура, в которой должны жить и расти орхидеи. Самая комфортная температура для жизни орхидей и для выпуска деток – это 27-30 градусов. А когда 35-40 и выше, орхидея может замереть, перестать растить корни, перестать растить листья. Тогда у нее наступает период покоя, потому что в естественных условиях таких температур нет, там, где растут орхидеи. Ну, у нас какое-то время была такая комфортная для нас температура до 30 градусов, когда мы еще не используем сплит-системы. И вот, пожалуйста, не одна, а две чудесных детки. И верхушка этой орхидеи тоже чувствует себя прекрасно. Вот смотрите, вон там корешок появился. И в горшке корни тоже прекрасно растут. Вот этих двух корней не было. Они новые. Появился листик. Единственное, что я поставила держатель для цветоноса, чтобы орхидейка не падала. Потому что при посадке у нее было всего 3 корня. Она не очень крепко держалась в горшке. А сейчас начали чудесно расти корни. И этот держатель я скоро уберу. Она будет ровненько расти в горшке. Вот такие чудесные, великолепные детки появились на двух моих орхидеях. Поливаю, обязательно удобряю. Сейчас самое время для удобрений. А удобрения у нас летом для роста орхидей. Оставлю ссылку на плейлист, где я рассказываю о разных удобрениях и когда их применять. В правом верхнем углу экрана. А историю о детках мы можем продолжать в телеграм-канале. Да, конечно. Не забывайте, что у нас теперь есть телеграм-канал. И какие-то небольшие изменения, приятные изменения. Да и вообще, на ютубе вот многого не расскажешь, когда нужно просто показать фотографию и сказать пару слов, что происходит. Вот в этом случае очень удобен телеграм-канал. И если вам интересно, подписывайтесь. Ссылка в описании под видео. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.